Друзья, рада всех приветствовать на заседании нашего светского клуба. Сегодня в программе. Сразу после анонса, согласно традиции, сложившейся на канале, в первой части видео, как вы знаете, речь пойдет о вышивке. Я представлю вашему вниманию итог моих работ за прошедшие 2 недели. Это долгожданное завершение большой картины «Блудный сын» Лосева Николая Дмитриевича и небольшой прогресс в вышивке огромной картины «Базарный день» Теодора Жерара. Затем мы отправимся с вами в путешествие в глубину столетий, где нас ждут знаменитые загадки древности. Страницы истории приведут нас к еврейскому царю Соломону. Он прославился огромной мудростью, обладал неслыханными богатствами, построил величественный Иерусалимский храм и сделал свою страну могучим и процветающим государством. А вот каким был его приход к власти, его правление, достижения, главные надежды, о чертах характера Соломона, о его образцовой мудрости, которая изображена в рассказах о царице Савской и суде Соломона, где он искусно разрешил спор между двумя женщинами, заявившими свои претензии на одно и то же дитя, и чем он заслужил вечную славу, мы рассмотрим сегодня на заседании нашего клуба во второй части видео. А сейчас вышивка, и начну я по обыкновению с основного процесса возвращения блудного сына. А дело было так. 12 октября, суббота, и стартует новый отчетный период, друзья. Вышиваю, как вы понимаете, сына. И понеслось. А вот так эта красота выглядит на конве, друзья. Все, как видите, четвертый угол завершен. Все, сын вернулся, состоялось возвращение блудного сына. Вот так работа выглядит, друзья, с изнаночной стороны. Создается впечатление, что встреча двух любящих сердец состоялась не ярким солнечным днем, а изнанкой дня, глубокой лунной ночью. И если прислушаться, можно услышать тихий, проникновенный шепот сына. «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Так, ну давайте отправим наших героев картины на омовение. Теперь встречаем их во всей красе. Перед нами раскаявшийся младший сын. Как мы помним из притчи, он сказал отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю дорогу, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему.
А вот и отец наш, который, увидав сына, сжалился и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. А вот и старший брат со своей молодой женой, позади которой стоит отчаявшаяся мать, заломивши руки. Старший сын работал в поле и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Отец же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И полностью в кадр картина вошла благодаря фотоаппарату. Да, друзья, за картину «Блудный сын» Николай Дмитриевич Лосев, живописец-академик, в 1882 году получил малую золотую медаль. Свои работы Лосев выполнял в соответствии с академической традицией, добротно, в деталях, слишком правильно. Писал исторические, библейские, бытовые сюжеты. Живописец работал в технике старых мастеров, и благодаря этому Лосев добился очень большой реалистичности и мощной проработки объема. Картина отличается высокой степенью детализации и проработанностью как переднего, так и заднего планов. До мельчайших подробностей художник изобразил даже детали персонажей второго плана. Мы достаточно ясно видим черты лиц, элементы одежды, золотое украшение на шее женщины, пряжу в ее руках. Видим реалистично и подробно прописанные руки и ступни ног. Видим даже ногти и жилы на руках и ногах. И вообще смотрим на происходящее прямо, будто являемся свидетелями происходящего. Картина, друзья, вышита крестиком, нитками ДМС 2 сложения на AIDA 18 аккаунта фирмы Цвайгард по схеме в электронном приложении Сага. Размер схемы 542 на 400 стежков, что в общей сложности составляет 216 800 крестиков. 199 цветов задействовано в работе, из них 92 бленда. Схему разработала творческая мастерская «Артель Белый кролик», а подарена мне была Ириной. Ирочка, вот такая красота получилась в итоге. Еще раз большое вам спасибо за такие прекрасные подарки. Вышивалась она, как и все многоцветки, местами сложно. Это и верхняя часть сиреневой одежды молодой женщины, и большие песчано-белые каменные блоки
из которых построен дом. Они вышивались стежковой россыпью. И крона дуба, и земля сухая в глубоких трещинах светло-охристого цвета. А местами, да, друзья, вышивалось легко и весело. Это лопух, растение с большими листьями у корней дерева, и старший сын с бородой, одетый в темно-оливковую одежду, а также его темно-сливовая ткань, накинутая неаккуратно в торопях, которая крупными глубокими складками спадает с его плеча и предплечья, местами дотягиваясь до земли. А также много удовольствия доставила и темно-красная ткань, которой завешен вход в дом. Отец и его младший блудный сын в работе являлись для меня островами разгрузки и отдыха. На вышивку этой картины потребовалось 248 дней. Начала ее вышивать 26 декабря 2023 года и, как и задумывала, завершила работу в этом году, 2024, 21 октября. Все, друзья, осталось оформить и любоваться. Ну что ж, по основному процессу все. Теперь перейдем к дополнительному. Привет, прекрасный древнеримский бог Меркурий, покровитель торговли, прибыли и обогащения. Ну что, Меркуша, вот мы и остались с тобой вдвоем в нашем вышивальном уголочке. Следи, голубчик, за чистотой неба, а я займусь благоустройством, стройкой. И 2 дня вышивки принесли нам 1480 крестиков. Да, друзья, в общей сложности вышито уже 11,41% картины. В крестиках это составляет 39 560. И впереди еще нас ждет 306 890 крестиков. И так как, друзья, эта работа получила уже статус основной и единственной пока, я надеюсь, что к следующему видео остаток будет иметь не 300 тысяч с лишним, а 200 с лишним. Посмотрим. Этот участок вышивался без убийственной россыпи, и я надеюсь, что и дальше все пойдет плавно и ненапряжно. Начинать дополнительный процесс, пока базарный день не достигнет 50%, я не планирую. Ну, возможно, что к рождественским и новогодним праздникам для создания маломальски соответствующего настроения я выищу какую-нибудь заготовочку для будущего елочного украшения. Но это не факт. Пока, друзья, что-то нет желания, да и игрушек у меня хватает. Была бы возможность. Итак, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Спасибо, друзья, за ваши просмотры, подписку, лайки и комментарии. Этим вы меня поддерживаете и вдохновляете на следующие выпуски. Да, друзья, и хорошо стимулировали для скорейшего завершения блудного сына. Так что настраиваемся на нужный лад и отправляемся
в путешествие по древнему миру. Соломон в сиянии славы. Еврейский царь Соломон – общепризнанный и непререкаемый символ государственной мудрости. Почти все сведения о нем происходят из Библии, но это не делает его фигуру менее яркой в череде славных правителей древности. Приход к власти Соломона сопровождался жестокой борьбой за трон. Когда царь Давид находился при смерти, его сын Адония, ставший после смерти своих братьев старшим из сыновей царя, задумал захватить власть еще при жизни отца. Адония знал, по-видимому, что царь обещал престол сыну своей любимой жены Версавии и захотел опередить своего соперника. Формальное право было на его стороне, и это обеспечило ему поддержку влиятельного военачальника Йоава и первосвященника Авьятара. А пророк Натан и священник Цадок были на стороне Соломона. Для одних право старшинства было выше воли царя, и ради торжества формальной справедливости они перешли в оппозицию, в лагерь Адонии. Другие считали, что поскольку Адония не был первородным сыном Давида, то царь был вправе отдать престол кому захочет, хотя бы и своему младшему сыну Соломону. По совету пророка Натана и при его поддержке Версавии удалось убедить царя поспешить назначить Соломона своим преемником и помазать его сейчас же на царство. Священник Цадок в сопровождении пророка Натана и отряда царских телохранителей повезли Соломона на царском муле к источнику Гихону, где Цадок и помазал его. Когда раздались звуки рожка, народ закричал: «Да здравствует царь!» Народ стихийно пошел за Соломоном, сопровождая его во дворец с музыкой и ликующими криками. Весть о помазании Соломона испугала Адонию и его сторонников. Адония, боясь мести Соломона, искал спасения в святилище, ухватившись за рога жертвенника. Соломон обещал ему, что если он будет вести себя безупречно, волос не упадет с его головы на землю. В противном же случае он будет казнен. Вскоре Давид умер, и царь Соломон вступил на престол. Так как его собственному сыну уже исполнился год, следует предположить, что Соломон был уже зрелым человеком. Один из историков, соавторов Библии, при создании третьей книги «Царств» составил аккуратное, может быть даже слишком аккуратное описание царствования Соломона 965-927 года до нашей эры. Первые 10 глав должны были представить его царствование периодом мира и процветания. Кроме того, мы узнаем, что Соломон был не только исключительно мудр, но и исключительно богат. Соломон заключил союз с египтянами и скрепил его, женившись на дочери правившего тогда фараона и получив от того в качестве приданого ханаанейский город, который, очевидно, вплоть до того времени оставался контролируемым Египтом анклавом. Соломон сохранил и укрепил завязанную его отцом Давидом дружбу с царем Тира Хирамом Великим и поддерживал с ним тесное торговое сотрудничество. С помощью Хирама Соломон стал выдающимся строителем и переустроителем городов. В самом Иерусалиме он 13 лет посвятил сооружению дворцового комплекса, включающего храм. За эти достижения одно из преданий, запечатленных в третьей книге Царств, и явно благоволит к Соломону. Однако другой автор рисует более безрадостную картину, хотя редактор повествования, греша против истории, относит неудовлетворяющие его события на последние закатные годы Соломона. Мы узнаем, что политический престиж Соломона был весьма относительным. После смерти Давида отделился Эдом. В Сирии арамейские царства восстановили самоуправление. Царь был вынужден передать 20 городов Галилеи Хираму Тирскому в счет погашения долгов. Пришлось покончить со старшим единокровным братом Адонии. Притязания же на трон самого Соломона были отнюдь не бесспорными, особенно потому, что его мать Версавия являлась и иусейкой, и чужеземкой. Тем не менее, эти сложности не помешали Соломону развить весьма энергичную торговую деятельность. С помощью Хирама он построил у оконечности залива Акаба торговый порт,
Напротив порта располагались крепость, склад и зернохранилище. Город стоял у крупного наземного пути, ведущего в сердце страны через пустыню Негев. В порт прибывали суда из страны Афир с грузами золота и серебра, драгоценных камней слоновой кости, павлинов и обезьян. Свои колесницы Соломон покупал в Египте, лошадей в Египте и в Киликии, на юго-востоке Малой Азии. Израиль впервые полностью вошел в основное русло ближневосточной большой торговли, деловых отношений и дипломатии, и ярким подтверждением чему служат сообщения, пусть и преувеличенные, о 700 женах и 300 наложницах Соломона, многие из которых являлись чужеземками. Тоже стремится подчеркнуть предание о визите царицы Савской. Рассказ о визите используется библейскими авторами в качестве повода, чтобы поведать о том, как восхитили царицу мудрость и богатство Соломона, и содержит элементы вымысла. И все же он, вероятно, отражает действительно существовавшие торговые связи Соломона с юго-западной Аравией. Жители этой страны основали устойчиво развивающееся царство, из которого расходились пути доставки специй Фамиана в Палестину и Месопотамию. Соломон контролировал значительную часть этих путей и был достаточно благоразумным, чтобы обе страны пришли к соглашению. Для обеспечения всей этой внешнеполитической и внешнеторговой активности Соломону приходилось содержать мощную армию. Давид полагался главным образом на наемников-пехотинцев, но при Соломоне их оттеснили на второй план отряды колесниц, число которых значительно возросло. Мегидо он, по-видимому, превратил в новый город, частично заменив то, что построил Давид. Там появились внушительные дворцы в сирийском стиле. Город защитила массивная стена с тройными воротами, обрамленными квадратными башнями. Эти и другие подобные честолюбивые начинания преобразили лицо Израиля. Главные надежды Соломон, однако, возлагал на новый храм на горе Мориа, массивная платформа которого сохранилась по настоящее время. Намеревался ли Давид стать инициатором этого проекта или нет, но осуществил его Соломон, чем и заслужил вечную славу. Храм, входящий составной частью в сложный дворцовый комплекс, описан позднейшими библейскими авторами в мельчайших подробностях и, скорее всего, существенными преувеличениями. Но храм, вероятно, и впрямь был весьма впечатляющим строением. Его трехъярусное членение, возможно, воспроизводило какие-то финикийские образцы. Хирам Тирский, уже помогавший возводить дворец Давиду, также посылал в обмен на пшеницу оливковое масло, кедровый и еловый лесоматериал, бригады рабочих для строительства и украшения храма Соломона. Собственное визуальное искусство у израильтян отсутствовало, потому ли, что вторая заповедь истолковывалась как запрет на любые изображения, из-за нехватки ли талантов или по обеим причинам, в финикийской манере было выполнено и все убранство. Бронзу и золото для этих нужд поставил Хирам. Два гигантских херувима из масличного дерева, обложенного золотом, чьи крылья простирались над святая святых, напоминали найденные в Библии статуи, посвященные богине Аштарет, и изображающие фантастических составных существ с человеческой головой, львиным телом и птичьими крыльями. Кроме того, в храме, безусловно, находились финикийские горельефы. Они возникли из мебельного производства, в котором финикийцы преуспели благодаря доступности высококачественной ливанской древесины. Храм возводился в качестве обиталища для Бога. Многим из находившихся в храме Соломона людей по-прежнему было легче верить, что Яхве действительно находится там, святая святых, чем вообразить его бестелесным и абстрактным. Старые праздники были превращены в череду великолепных государственных празднеств, став средством привлечения набожного населения к престолу. Но с каким бы пиететом ни превозносили основателя храма позднейшие авторы, Соломон, по происхождению лишь наполовину израильтянин, был в вопросах веры гораздо менее последовательным, чем его отец Давид. Конечно, он чтил Яхве и даже иногда замечал своего священника,
что никогда не рисковали делать его предшественники. Но он также чтил и чужестранных божеств, причем самых разных. Историк Второзакония недвусмысленно говорит об этом и с подобающим отвращением перечисляет эти божества. И действительно, Соломон даже воздвиг новые святилища этих божеств, как подсказывают раскопки в Гизеле. Библия апеллирует к принципу Шершеля-Фам, возлагая ответственность за столь вопиющее поведение на многочисленных иноземных жен и наложниц Соломона. Наверное, правильнее было бы сказать, что оба обстоятельства, многонациональный гарем и религиозная терпимость, составляли неразрывные части политики, направленной на сведение израильских и прочих подданных Соломона наряду с иностранными союзниками в единую национальную и религиозную общность. Иначе держать под контролем крупное имперское государство с разнородным в этническом и религиозном отношении населением было бы невозможно. А население империи быстро росло. Только в Израиле число жителей, возможно, достигло 800 тысяч человек. Куда больше стали и города, привлекая множество людей из сельской местности. Для управления этим далеко не простым государством следовало найти новые передовые методы. Правда, стремясь обеспечить максимально возможную преемственность, Соломон следил, чтобы те, кто служил Давиду, оставались на местах, или назначал на их место их же сыновей, а также оставил муниципальное правление в руках местных должностных лиц, но на более высоких уровнях. Он, не жалея трат, основательно расширил учрежденный Давидом бюрократический аппарат. И даже шире, чем Давид, использовал иностранные модели управления и привлекал чиновников-иностранцев, чтобы обеспечить следование этим моделям. Могущественным государственным чиновникам, выбор которых не обусловливался происхождением, национальностью или состоянием, надлежало решительным образом изменить административные структуры и методы. В частности, страна была заново поделена на 12 административных префектур, из которых лишь 6 носили прежние названия израильских племен. Итак, Соломон явно сделал решительный шаг, направленный на ослабление былой племенной структуры. В обязанности префектур входил сбор налогов, а их следовало повысить для оплаты новой армии, главной опорой которой стали колесницы. Средства требовались и для компенсации потери дома, Арама и части Галилеи, утраченной потому, что Соломону оказалось трудно выплатить долги Тиру. Вступили в силу царские торговые монополии, существенно повысились таможенные пошлины и акцизные сборы. Главной же мерой стал принудительный труд. Давид унаследовал это установление у Хананеев, но Соломон использовал эту практику куда шире, толкуя ее как аналог рекрутской повинности. Призванных ставили на строительство общественных и защитных сооружений. Рекрутированных в этих целях Хананеев и других неизраильтян фактически низводили до положения рабов. Однако утверждение, что при Соломоне израильтян не заставляли выносить подобное испытание, явно является неудачной попыткой обелить царя, поскольку находится в противоречии с другим фрагментом того же произведения. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль. Повинность же состояла в 30 тысячах человек. После обучения и работы на каменных карьерах Финикии, куда израильтян посылали партиями по 10 тысяч человек, их ставили на строительство храма. Принудительные работы отрывали множество людей от земли, и продуктивность сельского хозяйства падала. Эти меры были крайне непопулярны у свободолюбивых израильтян и не могли не увеличивать всю углубляющуюся пропасть между богатым правящим новым классом и остальным населением. К возмущениям приводил и опыт административного деления, потому что при Соломоне Иудея, по-видимому, была освобождена от различных податей и повинностей. Кроме того, выходцы из Иудеи преобладали на высших правительственных постах. С утратой Соломоном контроля над арамейским Дамаском он остался один на один с опасным соседом.
Дамаск, расположенный на краю восточной пустыни вблизи двух рек, в точке, откуда расходились дороги на запад, юг и восток, единственный город Сирии, игравший важную роль во все времена. Его правители завели подразделение боевых колесниц, способные одолеть тот же род войск Соломона, и контролировали тучные пшеничные поля Вишана, убегавшие до восточных берегов Галилейского моря. Начиная с того времени, Дамаск стал главным враждебным и опасным фактором во всех расчетах и просчетах Израиля. И поэтому автор третьей книги Царств, утверждая, что Израиль по-прежнему правил над всем Левантом, преувеличивает. Преувеличенная оценка богатств Соломона. Действительно, благодаря успехам торговли, он занял место среди богатейших монархов своих дней. Но богатство его не было ни невероятным, ни сказочным. Да и мир, преобладавший в царствовании Соломона, не был таким всеобщим, длительным и восхитительно безмятежным, как хотели бы нас уверить те, кто славили царя. Царствования Давида и Соломона составляют две половины недолгого исторического периода, охватывающего 3-4 поколения, когда Израиль был единым государством и имперской державой под властью светских царей. При Давиде держава росла, а Соломон руководил в период ее зрелости. Зрелости не без признаков зарождающегося упадка. О чертах характера Соломона трудно говорить сколько-нибудь уверенно, ибо дошедшее до нас еврейское предание, которое невозможно проверить с помощью посторонних источников, во многом является легендой. Один современный писатель предпочитает видеть в нем не ястреба или голубя, а осьминога. По-видимому, в поведении Соломона обнаруживалась своеобразная смесь сибарийской царственной неумеренности и холодной расчетливой проницательности. Но последующие поколения усматривали у Соломона нечто куда большее, чем проницательность. Они находили его образцом мудрости, каким его и изображают рассказы о царице Савской и суде Соломона. Второй из них повествует о том, как искусно он разрешил спор между двумя женщинами, заявившими свои претензии на одно и то же дитя. Сюжет изложен языком легенды, но неумирающая традиция представлять Соломона необычайно одаренным человеком, возможно, имела определенную историческую основу. Знаменитая мудрость Соломона прославлена тем, что его уму и певческому таланту приписывают не только 1005 песен, что делает его подлинным сыном своего в высшей степени музыкально одаренного отца, но также и 3000 притч. И, естественно, книга притч названа в Библии притчей Соломона. В действительности львиную долю того, что ее составляют, следует отнести к гораздо более позднему времени. Литературный жанр поучения житейской мудрости известен на Ближнем Востоке с глубокой древности. Там мудрецы привыкли выражать свои взгляды не только на специальные вопросы медицины, биологии, зоологии, но также и на общие нормы, в соответствии с которыми следует прожить жизнь. Библейские авторы хорошо знали о существовании такой традиции у чужеземцев и часто приписывали им свои произведения в этом жанре. Так что исключительная мудрость Соломона, обширная как песок на берегу моря, не случайно сопоставляется в его пользу с мудростью всех сынов Востока и всей мудростью Египта. Притчи Соломона действительно подчеркивают моральное превосходство таких добродетелей, как гуманность, терпеливость, участливость к обездоленным, верность друзьям и даже вежливость к врагам, но лишь применительно конкретным обстоятельствам. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою. Это предписание, предвосхищающее христианское «подставь другую щеку», казалось разумным потому, что необузданная жестокость в войнах, пропагандируемая фанатиками, была непродуктивна и вызывала ответные жестокие поступки. Мудрые женщины и мужчины притч – это главным образом те, кто проявляет руководствующийся опытом реалистичный и гибкий практический ум. Глупцам, сообщают нам, его никогда не приобрести. Не пей лишнего
иначе на утро будешь чувствовать себя, как укушенный ядовитой змеей. Книга содержит массу высказываний о женщинах, об их способности творить добро и зло, о том, как им следует себя вести и о том, как следует к ним относиться. Прелюбодеяние считается ошибкой, поскольку оно порождает значительные проблемы. Подобных поступков следует избегать еще и потому, что они вносят разлад в общество. Притчи являются наиболее благоразумно консервативной книгой во всей Библии. Новые представления расцениваются как воскрешение древних заблуждений и на этом основании отвергаются. Куда лучше стремиться к сохранению стабильности. Так появилась элита, которая считала своей обязанностью обеспечивать преемственность традиций и поучать народ, дабы он шел верным путем. Ориентиром этой деятельности служили мудрецы. Пророки часто осуждали мудрость. Они считали позицию мудрецов слишком приземленной и упрекали их за то, что они уделяли слишком мало внимания Яхве и его замыслу. Это естественно, ко времени окончательного составления притч Яхве стал признанным источником любой мудрости. Но древнейшие фрагменты притч Соломона, как и египетские и ханаанейские произведения того же жанра, носят более светский характер, и в центре их находится человек. То, что сделано, говорят нам эти мудрецы, ведет не к божественным наградам и карам, а к естественным практическим следствиям. Вторая книга Царств содержит фрагменты, описывающие профессиональных мудрецов женского пола в двух городах Израиля еще в царствование Давида. И можно уверенно говорить, что такие мудрые мужчины и женщины были при дворе Соломона, где составляли часть нового интеллектуального класса, который пользовался новой письменностью, ставшей тогда легкодоступной. Свидетельства об их объединении в школу-академии, где они обучали государственных служащих, относятся к более позднему времени. Но опять-таки академии вполне могли появиться еще при Соломоне. Введенная им новая система управления требовала расширения штата образованных чиновников. Это вполне соответствовало бы и его репутации великого мудреца, и мнению о том, что от него пошли многочисленные афоризмы, и что он является автором самой книги притч. Итак, реальный образ Соломона вполне может соответствовать с некоторыми уточнениями библейскому. А вот насколько реальной была таинственная страна Офир. Легенда о стране, бывшей источником богатства израильского царя, была очень популярной, и путешественники неоднократно заявляли, что нашли эту самую золотую страну. С каждым столетием в своих поисках они заходили все дальше и дальше. Не переставали искать страну Офир и мореплаватели, которые продвигались из Европы в Индию. Известный португальский капитан Васко да Гама обогнул Африку, добрался до Мозамбика, земли, лежавшей на восточном берегу континента. Там он захватил в плен арабских купцов. Португалец сразу же начал их пытать, стараясь узнать, где страна Офир, сказочно богатая золотом, где копии царя Соломона. Ведь Васко да Гама видел золотые слитки и украшения, привезенные из глубин Африки. Купцы признавались во всем, только бы остаться в живых. Если португальцам хотелось, чтобы существовали копии царя Соломона, пускай они существуют. Васко да Гама сообщил португальскому королю, что отыскал копии, и никого не смутило то, что из Южной Африки до Палестины добраться почти невозможно. Золото, которое, как полагали португальцы, добывалось в Офире, вывозили из порта Сафала. На протяжении столетий Сафала в португальских документах официально называлась землей копий Соломона. Постепенно рудники Южной Африки истощились, и о копиях Соломона стали забывать. Но в конце XIX века путешественники отыскали в долине реки Лимпопо громадные каменные крепости. Основную из них назвали Зимбабве. Вокруг этих каменных крепостей и замков обитали племена, не имевшие никакого представления о том,
кто мог бы построить эти сооружения. Аборигены полагали, что это дело рук богов. Когда немецкий геолог Маук во второй половине XIX века обследовал руины Зимбабве, то он написал, что видел копию храма царя Соломона, а в долине за крепостью отыскал развалины дворца царицы Савской. Открытия геолога Мауха стали в Европе сенсацией. Об этом писали все газеты. А английский писатель Радик Хаггар даже написал роман «Копия царя Соломона», в котором поместил страну Офир именно в долине реки Лимпопо. Наконец, в 1890 году в те края добралась английская экспедиция, которая смогла сфотографировать, обмерить и описать странные развалины. За экспедицией последовали белые колонисты, и один из них вскоре написал: «Теперь в стране Офир находятся англичане, которые заново открывают сокровища древности». И действительно, в тех краях были найдены остатки древних рудников, и туда стали приезжать золотоискатели. Слава этих мест была невероятно велика. На участке для разработки золотых залежей было подано 114 тысяч заявок, а большая часть золотоискателей, приехав туда, потратила месяцы, чтобы убедиться в том, что если в рудниках когда-то и было золото, то там давно уже ничего не осталось. Страна Офир превратилась в ложный Клондайк. Конечно, царю Соломону нечего было делать в долине реки Лимпопо, о которой он никогда не слышал. И если легенды о стране Офир имеют под собой какое-то основание, то искать ее надо по соседству с царством Соломона. В 1931 году в Саудовскую Аравию приехал английский геолог Туитчел. Он исследовал места, недалеко отстоявшие от древних центров цивилизации. Он полагал, что если к поискам подходить серьезно, то и на истоптанных дорогах можно отыскать драгоценные месторождения. Во время поездки в священный мусульманский город Медину кочевники показали ему заброшенное урочище. В этом пустынном, забытом всеми месте геолога поразило количество ям и пещер. Тысячи и тысячи полузасыпанных песком. После дополнительных исследований оказалось, что в долине есть следы золота. Более того, там организовали добычу этого металла. Но вскоре шахту закрыли, потому что она не давала прибыли. Прошло еще много лет, и правительство Саудовской Аравии решило еще раз обследовать лежащую под боком долину. В 1974 году руководитель новой экспедиции заявил: «Все собранные нами данные подтверждают, что здешние копии некогда были так богаты золотом, что, вернее всего, и послужили источником легенды о стране Офир». Чем же обосновывали свою точку зрения геологи? Долина колыбели золота лежит не в глубинах Африки, а на известном с древности караванном пути, пересекающем весь Аравийский полуостров. Этому пути уже больше 4000 лет, а во времена царя Соломона, то есть 3000 лет назад, он был оживленной дорогой, и район рудников был доступен. Не исключено, что и сам путь проходил там именно из-за важности этих рудников для края. Кроме того, холмы вокруг колыбели золота усыпаны каменными молотами для дробления породы. Их там насчитывают десятки тысяч. Это означает, что в течение десятилетий тысячи рудокопов трудились здесь, не переставая. Тогда специалисты решили подсчитать, сколько золота можно было добыть в том месте, учитывая число шахт, молотов, отвалов породы и прочих следов многовековой деятельности рудокопов. Удалось выяснить, что в среднем в каждой тонне породы содержалось более половины унции золота, а точнее 20 граммов металла. Объем породы в отвалах достигал как минимум 1 миллиона тонн. То есть минимальная сумма добычи достигала 20 миллионов граммов или более 20 тонн. В Библии сказано, что царь Израиля Соломон получил из страны Офир больше 1000 талантов золота, то есть 30 тонн. Конечно, это преувеличение, но не сказочное.
Эти цифры вполне сопоставимы. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.